Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать об одной очень важной вещи, которую вы, скорее всего, не знаете, потому что, для меня это было открытием, и для некоторых людей это было тоже открытием, это было буквально недавно на стриме, и удивлены были на самом деле все, потом покопались в информации, проверили, естественно, все это дело, и оказалось то, что это действительно так. Давайте обо всем подробнее далее, друзья, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, контент. Поехали! А говорить мы с вами будем, друзья, про маслок, потому что данная штука, вы знаете, как она работает, у меня по этому поводу есть видео, но некоторые данные неточные. Перейдем-ка, давайте-ка на Кориолис. И сейчас будем с вами рассуждать. Вы прекрасно, наверное, знаете, и я вам даже говорил в этом видео, и много говорят то, что каттер маслочит все, и я этого искренне не понимал, но посмотрел на Кориолисе то, что действительно да, маслок у каттера у нас равняется великолепным 27 единицам. Коэффициент гравитационного захвата. Но, друзья, к пребольшому сожалению, или к счастью, это не так. У него не 27. У него это столько же, сколько у тайпа 10-го Defender. 26 единиц. На минуточку у нашего, так сказать, анакондочки это вообще 23. У корвета 24. Что означает? То, что Type 10 Defender будет маслочить все. И каттер будет маслочить все. И еще такой момент. Не забывайте то, что если у кораблей данный показатель одинаковый, то есть 24, 24, 16, 16, они будут маслочить друг друга, это будет показано в правом верхнем углу. То, что мешает, фактор, там, пробивная масса, что-то такое. Давайте-ка для начала возьмем два одинаковых корабля и посмотрим, как это работает. Легкие тестики. Ну и возвращаясь касательно видео про маслок, если вы его не смотрели, то вот вам подсказочка. Вы никак не измените это значение, не добавив веса в виде модулей, в виде грузовых стеллажей и груза. Это, друзья, не влияет вообще. Я сейчас на питоне, и Архангел сейчас на питоне. Спасибо ему, то, что вызвался, так сказать, помочь в съемке данного видео. В чем смысл? Сейчас-то я прыгну, без каких-либо проблем зарядка пойдет. Все верно? Верно. Но если я сейчас выйду из команды, то будет вот что. То есть, как бы загрузочка-то не идет. И мешает фактор 17. Пробивная масса. Вы же знаете то, что у питона эта штука равна 17? Ну давайте на всякий случай вернемся в Кориолис, и я вам это продемонстрирую. Вот, пожалуйста, можете обратить внимание, питон, и здесь у нас, коэффициент гравитационного захвата 17 единиц. Понятно. Корабль одинаковый будет вас маслочить. Вопросов нет. Ну вот, как вы видите, два Type 10, и мы летим с маленькой скоростью, это ни на что влиять не будет. Естественно, если я сейчас запущу, все будет точно так же загружаться. Хорошо. Выходим из крыла непосредственно. И давайте. Мешает фактор, пробивная масса 26. Хорошо, допустим. Интересно. Прыгнуть не могу. Но это и очевидно. Теперь давайте пойдем дальше. В общем, друзья, как видите, у нас тут два каттера, да? И сейчас, когда я нажму на J, естественно, спокойно прыгну, потому что опять-таки крыло. Я специально все это демонстрирую, чтобы потом не было вопросов. Теперь я выхожу из крыла. И что я увижу? Мешает фактор пробивная масса 26 единиц, а не 27, как указано на Кориолисе. Интересно, не правда ли? Ну хорошо, давайте более чистый эксперимент. Я возьму, так и быть, Type 10. Вы потом поймете, к чему я веду все это дело. Потому что как бы многие, очень многие, кто из людей думали то, что каттер маслочит Type 10, спокойно может от него уйти. Нет, нифига. Сейчас я вам это продемонстрирую. Пожалуйста, Type 10 и наикрасивейший, кстати, каттер, реально красивый. Все точно то же самое, спокойно прыгаю в крыле, как вы можете видеть. И если я выхожу, что я вижу? Пробивная масса 26. Ну, вот такие, это лагучая Одиссея, все не так. Нет, ребята, все на самом деле так. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть со стороны того, когда я буду на каттере, он будет на Type 10. Будет совершенно точно то же самое. Но чтобы, так сказать, не было вопросов по этому поводу, типа, почему не показал, пожалуйста.
Пожалуйста. Каттер с маслоком типа 27 и Type 10 Defender. Показываю еще раз то, что здесь у нас все с этим прекрасно. Если что, обращайте внимание на расстояние. Может быть, это супер критично, конечно же. Нет, это критично, но не на таком маленьком. В общем, выходим, собственно, из крыла. И что мы видим? Пробивная масса 26. Я могу так несколько раз нажать, чтобы вы это видели. И это не лаги или баги, это на самом деле так, друзья. То есть, ваш каттер будет маслочить. К сожалению, ну такова правда. Теперь живите с этим. Просто слишком много людей реально говорили о том, что каттер маслочит всех, и ему наплевать, он уйдет от кого угодно, сразу в гиперкруиз и так далее. Нет. Нет. Давайте все скажем спасибо Архангелу за то, что он участвовал в этом видео. Без него было бы туго. Я бы это, конечно, снял, но не в такое время. У меня сейчас 4 утра. И да, он не может зарядить сейчас FSD. Потому что маслок. И спасибо огромное Ксюше, она же Минерва. Он до сих пор не может. Она сказала мне об этом на стриме, и я не поверил, как многие, кто были в то время на стриме. И мы решили это дело проверить, потому что там был парень на каттере, естественно, проверили и немножечко охренели с этого. И, ребята, если вы будете писать комментарии из серии, то, что да мы и так знали, ты что делаешь, это и так всем понятно, там на крёле сел, и так все забаговано. Ребята, я снимал видео касательно маслока месяц назад, и ни один человек не написал мне по поводу этого. Ни один. Так что, как-то так. Вот такое получается маленькое познавательное видео о механиках данной игры. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, друзья, и там уже 480, может и больше видосов. В общем, подходим к 500 видео. Говорю о том, сколько видосов, чтобы вы понимали, сколько работы проведено и сколько еще предстоит. Поверьте, это далеко не все. Контента здесь на самом деле много, как бы вы ни думали, потому что это необъятная большая галактика. Многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, стражи, торгоиды, вооружение, ручное вооружение, комбинезоны, инженеры для всего этого дела. Много чего интересного. Даже как собирать различные фиты и так далее. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр. Играть с друзьями хоть в КС-ку, хоть в дотку, я вас не осуждаю, сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу, вы, я думаю, это дело уже заметили по стримам. Плюс, моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее, и мы расширяемся. Если хотите в этом деле поучаствовать, то вам, ребята, в Discord, там подробные правила всего этого дела. Как минимум, шнуры мы не дергаем, мы это дело не любим. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.